Друзья, всем привет! Вы на канале Катерина Шурма Вязание. Сегодня я хочу показать вам, как я скрепляю концы ниточек. Вариантов, как соединить два конца пряжи, очень много. И я сегодня покажу вам, как же соединяю я. То есть я буду показывать медленно на разных ниточках, потолще, потоньше. То есть вы, если попробуете вместе со мной и у вас сразу же не получится, не расстраивайтесь. Чем чаще вы это будете делать, тем у вас все быстрее и качественнее, лучше будет получаться. У меня тоже это получилось не с первого раза, и поэтому приходит с опытом все умение. В общем, давайте начнем. Берете два конца пряжи, да, вот у вас, ну, я взяла контрастные, чтобы было видно, у вас одного цвета, вы берете их вот так. Можете здесь подлиннее оставить, потом эти кончики обрежете. В общем, берете вот так, одну ниточку держите вот здесь вот пальцами, второй вот этой вот начинаете обматывать ноготок большого пальца и ниточки сами. То есть вот так, да, получается с той стороны. И придерживаете вот эту всю конструкцию. Дальше вот обмотали. Второй виток делаем не сзади, а спереди. Опять ноготь обматываете. Обматываете ниточки. Вот здесь. Вот сейчас я вам просто покажу. Это мне... Вот видите, все здесь обмотано. Кончик идет опять наверх. Но теперь мы обматываем третьим витком не ноготь, а вот эти две ниточки. Вот так. И пальчиком придерживаем. Далее берем эти два хвостика и загибаем их туда вовнутрь. Загнули. Теперь плотно придерживаем и начинаем тянуть вот за эту нитку. Можете даже ногтем там придерживать. Затягиваете, тянете. Оп. Получилось вот такая вот такой вот узелок. Слышите? Я дергаю со всей силы. Иногда у меня рвется даже вот нитка вот в этих местах, но не узел. Дальше мы можем просто вот эти кончики под корешок обрезать. Вот, я их обрезала. Остается вот так. Слышите, как сильно я дергаю? И это не рвется. И вот таким узлом я соединяю свои ниточки. Давайте сейчас свяжем другие, попробуем ниточки, более толстые. Тоже еще раз повторяю, и вы вместе со мной. Берете два кончика. Один кончик, одна вот эта нитка идет у вас в ладошку, второй ниткой, у меня это красная, я начинаю обматывать пальчик и ниточки на пальце. Один виток. Дальше делаем второй виток вместе с пряжей. Пальчиком придерживаем. Третий виток идет не на ноготь, а на вот эти ниточки. Вот так. Теперь кончики загибаем вовнутрь. Все это крепко держим и начинаем тянуть за красную нитку. Все. Один виток пошел туда. И дальше крепко держим всю нашу конструкцию. И вот так вот получилось. Вот. Оп, видите, у меня порвалась нитка, сама нитка.
но не развязался узелок. Это очень хорошее скрепление. Попробуйте также. Сейчас вот даже кончики здесь вот обрежу, чтобы их не было. Вот. Сейчас держать не за что. Видите? Очень крепко. Может быть, с первого раза не получится. Пробуйте, экспериментируйте. Узел крепкий, рвется даже нитка. Хотя она, в принципе, ну, достаточно крепкая. Я просто сильно дергала, чтобы показать вам, как прочно соединились эти две ниточки. В общем, если понравился этот метод, этот способ, пишите комментарии. Если вам понравилось вот это вот соединение, ставьте пальчик кверху. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А на этом я буду заканчивать. Всем приятного вязания, крепкого соединения пряжи, чтобы у вас кончики вот эти вот не рвались. И на этом я закончу. Всем пока-пока.